Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Туман. Сейчас мы находимся у товарища именно, у культиста, именно члена культа, только уже в церкви мясного бога в городе Версавия. Ой. Кивнув, я подхожу к креслу и плюхаюсь в него. От всей этой беготни гудят ноги. Мягкая обивка обволакивает спину, отчего боль в позвоночнике начинает стихать. Золотые подлокотники приятно остужают кожу рук. Наконец-то настало время для серьезного разговора. Организацию братства мы уже спрашивали. Спросить про черное солнце. Я задаю первый вопрос. Кто-нибудь мне уже может объяснить, о каком черном солнце постоянно идет речь? Хромовик смотрит на Зурда. Несколько бесконечно долгих мгновений молчит, будто мое признание шокировало его. «Начни с самого начала, Свет», — подсказывает помощник. «Вы высшие с момента создания мира следили за людьми», — неуверенно начинает священнослужитель. «Мы для них как дети, как двухлетние несмышленыши, которых нужно оберегать от любых опасностей. И боги защищали нас до тех пор, пока наше стремление разрушать и перекраивать мир не поглотило все прочие чувства. Мы, люди, создали летающие колесницы и железных слуг. Мы пересекали океаны на кораблях. Мы изменяли свои тела, вживляли механизмы, позволяющие нам дышать под водой или не сгорать в пламени. И однажды высшие в нас разочаровались. Тогда они, больные, слабые, ущербные, устроили первый катаклизм. Старуха боли затопила черными слезами наши города. Красная птица выжгла все летающие колесницы. Чумной бог наслал страшные болезни, а плешивый пес своим воем сделал так, что долгие годы наши женщины больше не могли рожать. Я не показываю вида, что утомился. Одной частью сознания понимаю, о чем говорит Хромовик. Все эти боги и катаклизмы выглядят устрашающе и правдоподобно. Но другая часть не верит в их существование, будто есть иное, более реальное объяснение с четкими логическими связями и без мистики. Откуда во мне эта раздвоенность? Давай попросить продолжить историю. Очень интересно, говорю я. Продолжай. Все ради вас, избранный. При каждом слове изо рта маски выходит светящийся облачка. Люди, не ожидавшие от высших такой кары, пытались сопротивляться, использовали механических слуг для строительства убежищ, преобразовывали свои тела, чтобы не умереть под суровыми ледяными ветрами. Одни катаклизмы сменились другими, боги не щадили никого. Некогда прекрасные города превратились в руины. Многие народы вымерли. Даже алый шар, чьи лучи когда-то согревали землю, скрылась под черными облаками, плачущими кислотными дождями. Люди погибали, но одна из матерей, потерявшая всех своих сыновей, взмолилась. Рыдая, она попросила прекратить это безумство. Ее сердце переполняло страдания. Слушать дальше. Я внимательно слушаю Света, стараясь не упустить ни одной детали. И боги услышали ее, продолжил Хромовик. Поняли, что оставшиеся
Оставшаяся горстка выживших способны начать настоящую, праведную жизнь. Они нашептали страдающей матери, что она рассказала другим людям, чтобы она рассказала другим людям, что далеко на востоке, среди снегов и льдов, стоит крепость, ведущая в теплые подземелья, где есть еда и вода, где все напоминают о Боге, где все напоминает о богах. И я прошу все, я прощу все сказания, как мать убеждала людей. Скажу лишь, что ей удалось. Я пропущу все сказания, как мать убеждала людей. Скажу лишь, что ей удалось привести большую группу к подземному городу Версавию. Из коридора доносятся шаги. Свет ничего не говорит, прислушиваясь. Когда все звуки смолкают, я спрашиваю. И что дальше? Тяжело вздохнув, хромовик отвечает. Ничего хорошего, избранный. Живя в достатке и сытости, люди забыли о поклонении высшим. Мало того, они стали почитать только мясного бога, или, как некоторые его называют еще, пастыря из мяса. Ему, обитавшему в глубинах здешних подземелий, скармливали вживую горожан. По его желанию пробудили древние механизмы и вновь начали эксперименты с плотью. Так появились измененные. В честь мясного бога устраивались страшные праздники, на которых убивали детей, женщин и стариков. И на одном из таких праздников лишились жизни мать, что нашла Версавию. Хромовик переводит дух из черных провалов маски, там, где должны быть глаза, вылетают разноцветные искры. Ее схватили и под звук хохочущей толпы растерзали, продолжает Свет. Одному из измененных, маленькому горбуну, досталось сердце матери. Но он его не съел, а решил похоронить в заброшенных городских шахтах. Когда сердце лежало в песке, оно заговорило с мальчиком и пообещало, что скоро в Версавии появится избранный, который не знает своего прошлого. В руке у него будет колода волшебных карт. И именно он превратит мертвое сердце матери в черное солнце, что уничтожит скверну раз и навсегда. Так родилась легенда. Обдумать историю. Я обдумываю слова храмовика. Столько объяснений и никакой конкретики. Понятнее мне не стало. Да и вообще, возможно ли такое, чтобы чье-нибудь сердце заговорило? Глупая мистика или нет? Меня одолевают сомнения. Мне что-то кажется, что вся эта мистика отчасти является правдой. Может быть, конечно, тут есть доля лжи, ну или приукрашивания, но в остальном, мне кажется, тут все верно. Еще в Назарете я столкнулся с необъяснимым, например, с коргой-монстром, что обитает под горами железного мусора, или с цепным, растворившимся прямо в воздухе. Надо быть осторожным. Я задаю следующий вопрос. Так, туман. Про цепного они 100% не знают, человека с черными глазками тоже не знают. Скорее всего, да, про туман. Они хотя бы нам, может, про туман что-то расскажут. А про туман ты что-нибудь знаешь? Хромовик мотает головой. Избранный, вы должны покинуть храм. Вам грозит большая опасность. Сегодня дары плоти, и скоро все залы будут переполнены стражниками. И я обещаю, что дам ответы на любые ваши вопросы, но только не сейчас. Я не буду требовать ответов. Мы все-таки пытаемся себя обезопасить. Взвесив все за и против, я решаю выдвигаться. Свет хватает длинный посох, прислоненный к стене, и отпирает дверь, и, оглядевшись, выходит. Бросает мне и помощнику, чтобы мы шли в некотором отдалении от него. Лабиринт коридоров поглощает нас. Залы кладовые, анфилады, галереи, им нет конца.
Низкие потолки сменяются высокими, запахи многовековой затхлости, запахами, запахами духов. И всюду слышны звуки шагов, дыхания, шуршания одежд. Лишь по какой-то счастливой случайности или из-за сверхъестественного чутья хромовика мы ни с кем не сталкиваемся, хотя порой боковым зрением я ловлю чью-нибудь тень. Мне приходится пригибаться, как вору, ступать тихо и осторожно, чтобы ничем не выдать себя. В сандалиях это делать не так-то просто. Идти за Зурдом. Я иду следом за Зурдом, подмечая, насколько тот собран и решителен. Иногда наша маленькая группа оказывается в просторных залах, где на мраморных плитах красуются пузатые кувшины. Они высотой мне по грудь, пахнут пылью и еще чем-то тяжелым. На их крышках горят восковые свечи, кажущиеся и реальными в алом свете потолочных камней. На стенах развешаны вычурные гобелены, на которых изображены страдания людей. Кого-то цепляют ребрами на крюки, кто-то пытается вылезти из булькающего чана, кто-то хватается ногами за ноги своих мучителей. Объединяют все картины одно: лицо несчастных искажены от невероятной боли. Никак не реагировать. Я никак не реагирую на все эти мерзости. Мир полон дерьма, тут ничего не попишешь. Иногда мы попадаем в роскошно обставленные коридоры, бегаем от одной колонны к другой. Свечи на специальных металлических подставках трепещут от наших движений. Скульптуры женщин в безмерных балахонах провожают нас пустыми и мертвыми взглядами. В каменных карманах храма попадаются небольшие комнатки, где молятся странные существа, измененные. Их длинные забинтованные руки и ноги напоминают тонкие ветки, а кожа на изуродованных лицах старый пергамент. Надо выпить. Служители мясного бога не обращают на нас никакого внимания, погруженные в молитвенный транс. Поморщиться, я морщусь. Мне кажется, будто вот сейчас все ужасы прекратятся, внутреннее давление в груди спадет, и мы будем в безопасности, но храм считает иначе. Спускаясь по очередной длинной винтовой лестнице, я подмечаю, как в стенных нишах что-то шевелится. Что-то живое и мертвое одновременно. Оно пытается схватить тоненькими пальчиками, извивается в своей грязной мешковине. Опираясь на посох, свет уверенно идет по ступеням. Значит, опасности нет, но неуютное отвращение во мне никуда не девается. Наша группа направляется в конец мраморного коридора. Пытаясь собрать волю в кулак, я отстаю от хромовика и Зурда. И надо же такому случиться, именно в этот момент за поворотом раздаются тяжелые шаги. Бряцают доспехи, древко копья ударяется о плиты. Вне сомнений, сюда приближается страж. Прижимаясь к стене по ту сторону, свет показывает мне жестом, чтобы я побежал к нему и помощнику. Но сделать это означает быть пойманным. И я в нерешительности замираю. У меня два выхода. Первый — свернуть шею охраннику и продолжить путь. Второй — отступить и найти в лабиринте переход, место, где можно воссоединиться с моей группой. Шаги все ближе. Отступить. Проклятие! Не хочется поднимать лишний шум. Я на пальцах объясняю хромовику, что побегу назад и, мол, встретимся в другой части здания. Тот решительно машет головой, но мне некогда спорить. Решение уже принято.
Пока за поворотом не появляется страж, я ныряю в ближайший дверной проем. Поначалу боюсь каждого звука, замираю при малейшем шорохе, но постепенно уверенность в моих силах растет. В своих силах растет. Заставленные всякой всячиной столы, огромные кувшины, тени колонн прячут меня от ненужных взглядов жрецов и тех, кто обитает в храме. Важно лишь не попадаться под свет факелов, свечей и магических красных камней. Неожиданно бьет колокола, звон столь громкий, что он отдался в кончиках моих пальцев. Из-за него мне приходится долго не высовываться из-за старых ящиков, покрытых паутиной. От страха бешено бьется сердце, а колени дрожат. Надеюсь, Зурд и хромовик не Надеюсь, Зурда и хромовика не поймали. Не хватало еще остаться совершенно одному, особенно сейчас. Я выжидаю, и лишь после того, как сердце пробило 13 ударов, выглядываю. Практически никого, лишь два жреца в золотых масках идут в противоположную от меня сторону, от меня часть зала. Обливаясь потом и пригибаясь, я бегу к неприметной деревянной двери в надежде, что она не заперта. Тяну ее на себя, и та с противным скрипом отворяется. Застываю в нерешительности. Передо мной клубится плотная чернильная тьма. Такое ощущение, будто ее можно потрогать, ощутить, как могильный холод касается пальцев. Что мне делать? Идти за жрецами? Или вернуться туда, откуда пришел? Или остаться здесь, пока не появится свет и Зурд? Нет, идеи хуже некуда. Стоя перед дверным проемом, заполненным мраком, я мысленно убеждаю себя. Наверное, это хозяйственное помещение, оно выведет меня к нужному месту. Ну или, по крайней мере, смогу здесь спрятаться и составить будущий план спасения. Шагнуть. Ладно, всего шаг, проще простого. К тому же в любой момент в зале могут появиться жрецы или стражники и застукать меня, боящегося темноты, точно мальчишка. Но от чего-то ноги не слушают меня, они напоминают палки. Ну же, нельзя быть таким трусом. Я делаю шаг и закрываю за собой дверь, растворяясь в полной тьме. Металлическую ручку не отпускаю в иррациональном страхе потерять все пространственные ориентиры. Глубокий выдох, глубокий вдох, выдох, глубокий вдох. Я вытягиваю руку перед собой, не хватало еще наткнуться виском на что-нибудь острое. Все мои чувства обостряются до предела. Ноздри трепещут от запаха затхлости и паутины, воздух спертый и тяжелый, такой густой, что его приходится заставлять втягиваться в легкие. Холод пощипывает кожу. Из-за звона колоколов не слышу своих шагов, поэтому сложно прикинуть размеры этого места. Покоя не дает одна единственная мысль, что крутится в черепе, точно крыса, царапает короткими как коготками мозги. Я заблужусь. Без хромовика у меня нет шансов выбраться. Надо было убить стража и пойти со своей группой, а не изображать из себя добряка. Но теперь я иду во тьме, словно слепой, даже не зная, есть ли из этого помещения выход. Чем больше продвигаюсь, тем сильнее меня пугает, что пальцы касаются только пустоты, ни стен, ни мебели, ни треножников. Заблужусь. Я сразу понимаю, впереди что-то поблескивает. Свет, наконец-то! Все опасения были напрасными. Колокола смолкают, повисает тяжелая тишина, нарушаемая лишь шумом моих шагов. Затем до ушей доносится неприятное чавканье и скрежет. Оно обволакивает, лишая меня силы разума. Воображение рисует во тьме страшных чудовищ, что сейчас облизываются и ждут удобного момента напасть. Присмотреться. Несмотря на странные звуки, я заставляю себя стоять на месте и присмотреться к свету. Вроде все нормально и никого нет. Ноги сами несут вперед.
Непроизвольный смешок вырывается из моей груди. Это же невозможно. Нет, мне все кажется. Нестерпимо хочется вернуться назад. Серебряный свет льется из плотных нитей паутины на низком полотне, показывая все детали этого странного места. Кирпичи, из которых построены стены, живые. Бледная кожа, похожая на человеческую, покрывает их. Она пульсирует, дышит, отчего слабые черные волоски на ней шевелятся. Заставляю идти себя вперед, стараясь двигаться чуть боком, чтобы случайно не коснуться чавкающей, истекающей слизью стен. Иногда на некоторых кирпичах из плоти открываются веки, и взгляды затянутых бельма, бельмами глаз слепо устремляются на меня. Ядрить, это что, блядь, за какой-нибудь... Что это, блин, за этот Дум, блин, как будто в какой-нибудь думский ад попали. Ой. Храм мясного бога поистине чудовищное место. Коридор выводит меня в просторный зал, залитый серебряным светом. От ужаса все мое нутро съеживается. Сжать кулаки. Я до хруста стискиваю кулаки. Из 4 костяных фонтанов в углах помещения бьют густые струи черной жидкости. Видимо, это кровь. Она переполняет стенки, сделанные из ребер и бесчисленного количества позвонков, и стекает в специальные углубления на полу. На противоположной от меня стороне высится гигантский трон. По прихоти какого-то сумасшедшего он сделан из человеческих останков. Ухмыляются черепа на подлокотниках, торчат из спины скрюченные руки. Поднять голову. Я поднимаю голову. Пожалуйста, хватит. С куполообразного потолка свисают лоскуты кожи, живые лоскуты. Шевелятся пальцы без костей. Руки, ноги открываются и закрываются беззубыми ртами. Открываются и закрываются беззубые рты. На плечо ложится чья-то рука, слабый крик вырывается из моей груди. «Господин, все в порядке, это я!» Зор пытается выглядеть радостно, хотя видно, как это место подавляет его. Позади моего помощника возвышается хромовик. «Я знал, что вы окажетесь здесь», — говорил он, — «поэтому мы поспешили догнать вас, избранный». «Что это за место?» — спрашиваю я. «Тронный зал пастыря из мяса. Когда наш хозяин решит вернуться в Версале, он будет править отсюда». Кирпичи, из которых состоит здешние стены, это измененные, младенцы, превратившиеся в строительный материал. Лоскуты на потолке или трон, все они живые, господин. Одновременно и заинтересованный, и шокированный, я подхожу к стенам и осматриваюсь. Все здесь, колонны из плоти, торчащие, корчащиеся барельефы, костяные светильники отталкивают, но сделано с некой извращенной любовью. Я заставляю себя запомнить каждую мирскую деталь. Зачем? Сам не знаю, но уверен, это пригодится. «Пора выбираться», — говорит Зорт. Мы уходим из зала. Стоило пройти высокую полукруглую арку, как коридоры вновь оказываются обычными, только лишь обожженные кирпичи, мраморные плиты, золотая лепнина и гранитные колонны. Свет просит, чтобы мы вновь шли на некотором расстоянии от него, так он успеет предупредить в случае опасности. Нам действительно приходится прятаться или делать остановки, чаще по храму шныряют стражники.
Обычно мы с Зурдом скрываемся за большой колонной, пока храмовик разговаривает с охранниками, пытаясь усыпить их бдительность. «Нам придется выйти на центральные лестницы», — говорит мне Свет после того, как путь в коридоре стал свободен. «Праздник вот-вот начнется. Надеюсь, сегодня боги на нашей стороне, иначе ночь проведем нанизанными на вертелах». Спросить, можно ли достать одежду жрецов. А мы можем достать одежду жрецов или слуг, спрашиваю я. Переоденемся, и никто нас не заметит. Не сработает избранный. У всех посвященных робы, плащи, торды и доспехи сделаны из особых материалов. Или если обойтись без долгих объяснений, то, надев одежду жреца, вы погибнете, и Зурт тоже. Открыв очередную деревянную дверь, мы оказываемся в одной из лестниц центрального зала храма. Стоит мне бросить взгляд за перила, как начинает кружиться голова и сосать. Тьфу, и сосать под ложечкой. Может, покалывать под ложечкой? Приличная высота, если кинуть что-нибудь вниз, то она будет лететь очень долго. Строители, создавшие это место, были поистине безумны. Лестницы точно, щупальца осьминога раскинулись по всему пространству зала. Нет ни одного яруса, который бы не был связан с сетью ступеней с другими. Справиться с головокружением. Я глубоко дышу, пытаясь справиться с головокружением. «Идемте быстрее!» — бросает Свет. Нам невероятно повезло, потому что все жрецы измененные стражи собрались внизу у широкого алтаря. Отсюда они кажутся муравьями. Снуют себе, занятые своими незначительными делами. Не сразу понимаю, что именно там происходит. Закованных в кандалы людей ведут от фонтанов каменной скульптуре мясного бога, а затем храмовики, а также в таких же плащах и доспехах, как у Света, протыкают их длинными мечами. Акустика в зале невероятная, поэтому до нас докатывается эхо криков, сменяющиеся мерзким чавкающими звуками. Жрецы кружат вокруг мертвых и что-то делают под телами. С такой высоты видно лишь, как поблескивают ритуальные ножи. «Не смотрите», — просит Свет, — «пусть эти ужасы останутся внутри здешних стен. Дары плоти — один из самых кровавых праздников». Пообещать уничтожить храм. «Когда-нибудь я уничтожу это место», — говорю в ответ. «Камня на камне не оставлю». Поплутав по анфиладам залов, мы спускаемся по длинной винтовой лестнице в большое просторное помещение, где на потолке висят пустые клетки. Абсолютная тишина здесь давит на нервы, и в воздухе кружатся пылинки. Серебряный свет льется из стеклянных шаров, которые держат в руках скульптуры молящихся. Хромовик тяжело выдыхает, говорит: «Кажется, все страшное позади. Вы должны идти вы в тот дальний коридор. Он выведет вас в город. Нам лишь чудом удалось не нарваться на стражу. Из-за его маски вырывается хохоток. Избранный, посоветуйте своему помощнику больше не рисковать вашей головой, почем зря». «Спасибо за помощь», — говорит Зурт. Пожать руку. Я же на прощание жму руку Света. «Еще увидимся». Мы с помощником направляемся в узкий коридор. Вы успешно прошли квест «Храм пастыря из мяса». Ну и начнем мы нашу следующую уже серию. Мы начнем уже следующую серию чуть позже. Демонстриарий.
какой-то. Следующую главу мы уже в следующей серии продолжим проходить. Буду надеяться, вам понравилось. Ух ты, тут сколько всяких вещей. Ладно, будем думать дальше. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте видео, предлагайте игры для прохождений, пишите мнения, критикуйте, предлагайте варианты, как можно улучшить качество видеороликов. Буду рад с вами поболтать. Не заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки, буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик, так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!